Привет всем! Рада видеть вас на своем канале, и в этом видео я опять буду вязать сумочку бочонок или сумочку баррель, но на этот раз из хлопкового шнура. Смотрите, у меня вот такие вот шнуры. Это марка Нить Добра. Здесь у меня много разных. Смотрите, какие они меланжевые, красивые. Есть еще вот такой. Купить такой шнур можно на Wildberries. Я вам оставлю код и ссылку на этот шнур. Это стопроцентный хлопок, да? Вот есть 3 миллиметра, 4 и есть такой толстячок, прям толстячок. В моей коллекции 5 миллиметров. Это хлопковый шнур. Вот из хлопкового шнура, из 100% хлопкового шнура, это моя первая будет вязаная сумочка. До этого я вязала только из синтетических шнуров, ну, либо из шерстяных, либо там было процентов 70 хлопка, остальное тоже синтетика. Я уже начала вязать эту сумку бочонок, сумку баррель, и она у меня будет вот такого меланжевого, бирюзового, сине-зеленого цвета, да. Две круглые половинки я связала, погладила их и сделала обвязку. Вот такой моточек остался у меня от целого мотка. После вязания двух половинок, смотрите, это петельчатый шнур. Все как мы любим. Такой шнур очень легко связывается по петлям с другим точно таким же шнуром, да. Именно за это я эти шнуры и люблю, что соединений и стыков в них никогда нету, и это все очень красиво смотрится, очень незаметно, очень аккуратно. Я вязала из шнура, на котором стояла маркировка 3, то есть вот он 3 миллиметра, но, честно, он толстый. Вязала я эти кругляши крючком номер 6. Ну, то есть, сами понимаете, обычно, если мы вяжем шнур 3 миллиметра, то мы вяжем его на крючке 3 миллиметра. Здесь нет, здесь крючок номер 6. Он плоский, то есть это не круглый шнур. Вот. И да, возможно, в ширину он 3 миллиметра, но это такой толстячок. Прям вот не думайте, что это тоненькая 3-миллиметровая пряжа. Как, допустим, вот у Бисквит есть Крамель Мини, там тоже стоит, по-моему, маркировка то ли 2, то ли 3 миллиметра, он намного тоньше. А это плоский такой шнурочек, и из него получаются достаточно объемные вещи, и он сам по себе тоже достаточно объемный. В одном мотке здесь 100 метров, ну, во всех моточках здесь 100 метров. Они на самом деле не очень большие, веса не написано и нету номера цвета. Но, как заверяет меня производитель, они просто делают уникальные цвета. То есть, если вы сейчас зайдете на Wildberries, то там будут одни цвета, а завтра, когда вы зайдете, там будут совершенно другие цвета, и цвета у них в коллекциях не повторяются. То есть купить через полгода тот же самый цвет, скорее всего, не получится. Поэтому нужно брать шнуров с запасом, то есть это и плюс, это же и минус этой пряжи. Плюс в том, что цвет будет уникальный, ну а минус в том, что если вам не хватит, то вам не хватит. Такой розовый толстячок, довольно нежный цвет. Вот из этого толстячка, мне кажется, хорошо будут смотреться коврики, возможно, не в вязаной технике, а в технике зигзаг на швейной машинке. Написано 5 миллиметров, но тоже довольно-таки это толстый хлопковый шнур, он тяжелый, то есть сумка будет тяжеловата, а вот коврик будет просто отличный. Итак, теперь про сумку. Для сумочки я связала 2 круглых блинчика. Это боковые части сумки. Диаметр каждого блинчика 19 сантиметров. Вязала я сумку крючком номер 6. И это был шнур, который в маркировке Нити Добра 3 миллиметра. Но он толстенький, это я уже сказала. Здесь у меня связано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 кругов идеального круга. 11 кругов по формуле идеального круга, и в конце делаю обвязку. Просто соединительными петлями это будет 12 ряд. Я в этом видео не буду показывать, как делается
идеальный круг, переходите в мое предыдущее видео, там тоже была сумочка Баррель, и там я вязала 13 кругов идеального круга. В принципе, 11 меньше 13 вам этого будет достаточно, да, для того, чтобы связать такой идеальный круг. Да я надеюсь, что все уже давным-давно выучили то, как вяжется такой идеальный круг, и все уже с закрытыми глазами их вяжут. Дальше основной узор этой сумочки. Я давно хотела что-нибудь связать таким узором, какую-нибудь сумку. Тоже здесь беру крючок номер 6. И этот узор состоит из чередования соединительной петли и полустолбика с накидом. Итак, давайте разберем, как он вяжется. Для моего варианта этого узора, здесь вначале я не оставляю длинного хвостика для сшивания. Если он мне понадобится, я просто надвяжу затем этот шнур. Я набираю цепочку из 32 воздушных петель. Я набираю четное число петель. Петли набраны, перехожу к вязанию первого ряда. Делаю воздушную петлю подъема на первый ряд, дальше делаю накид и вставляю крючок во второе звено от крючка. То есть воздушную петлю подъема я пропускаю, и вот начинается наборная цепочка. В перемычку вставляю крючок вот так, подхватываю рабочую нить, получаю 3 петли на крючке, все 3 петли провязываю вместе. И это получается полустолбик с накидом. В следующую точку опять в перемычку вставляю крючок вот так, подхватываю рабочую нить и тут же ее протягиваю на петлю, которая находится на крючке. И это получается соединительная петля. И работаю так, чередую 2 этих петли до конца ряда. Полустолбик с накидом, вот так, соединительная петля, опять полустолбик с накидом, и соединительная петля. Начинали мы этот ряд с полустолбика, должны будем закончить соединительной петлей. В конце у меня остается 2 петли, делаю столбик, полустолбик с накидом и заканчиваю соединительной петлей. Видите, узелочка здесь нет. Последняя точка, куда мы вяжем последнюю петлю, вот это. Заканчиваю соединительной петлей. Все, первый ряд на этом связался. Если у вас заканчивается он соединительной петлей, то вы все сделали правильно. Второй ряд. В принципе, он будет идентичен первому и будет вязаться точно так же. Петля подъема, разворот, делаю накид и в первое самое звено делаю полустолбик с накидом. Раз. И в следующую точку делаю соединительную петлю. Ну и снова чередую до конца ряда полустолбик с накидом, соединительная петля. Да? Опять полустолбик с накидом. И соединительная петля. Работаю так до конца ряда. Снова 2 заключительные петли в этом ряду, полустолбик с накидом. И вот смотрите, куда делается последняя соединительная петля каждого ряда. Вот сюда она будет делать. Вот здесь петля, под обе тушки завожу крючок, подхватываю рабочую нить и делаю соединительную петлю. И вот такой получается второй ряд. Начинается каждый ряд у меня с полустолбика с накидом, а заканчивается соединительной петлей. Снова третий ряд идентичен второму, петля подъема, поворот и дальше повторяю все то же самое. И вяжу такими рядами на нужную высоту. Да? Полустолбик в первое звено, полустолбик с накидом, конечно же, и дальше соединительная петля. Ну и так работаю на нужную высоту. Вот такая вязаная поверхность должна получиться. Она
одинаковые с обеих сторон, то есть это узор абсолютно двусторонний. Им, конечно, можно вязать не только сумочки, можно и какие-нибудь коврики двусторонние, салфетки, пожалуйста. Такой отличный узор. Мне эта поверхность напоминает чем-то терку, и поэтому узор я это так и буду называть. Узор терка крючком. Вот его изнаночная сторона. В общем, вяжу так на нужное количество рядов, для того, чтобы их хватило, чтобы сомкнуть всю вязаную поверхность по кругу. Вязала я основную деталь сумочки. Вот она какая получается, смотрите. Вот этим узором. И здесь я не высчитывала ряды по петлям. Смотрите, у меня круг в диаметре приблизительно 18,5-19 сантиметров. Ну, где-то вот так, да. Прошивать я буду вот так. То есть здесь где-то будет 18,5. И я посчитала на такой круг по формуле длины окружности мне нужно приблизительно 58-59 сантиметров основной детали. Здесь у меня высота рядов вот этого узора получилась не одинаковая, да, то есть он начинается с полустолбика с накидом и заканчивается соединительной петлей. Это разновысотные петли. Я думала, одна другую скомпенсирует, но нет. И то есть количество рядов здесь не совпадает с количеством петель. У меня в круге 11 рядов, и, соответственно, здесь 66 петель в периметре. Я думала, сначала тоже сделаю 66 рядов, оказалось, нет, мало, и я сделала 77 рядов, то есть на 11 больше, чем у меня есть. Здесь я просто взяла сантиметровую ленту и замерила вот так вот свою деталь, и пока у меня не получилось 58 сантиметров, я не остановилась. Последний ряд, это 77 ряд, и смотрите, получается очень волнистый край, если я сделаю последний ряд этим же узором. Поэтому последний 77 ряд я вяжу не по узору. Делаю петлю подъема, разворачиваюсь, вставляю опять крючок в самую первую точку и делаю обычный столбик без накида. Вот так. В следующую точку опять столбик без накида. И последний ряд я провязываю все столбики. Это столбики без накида. Работаю так до конца ряда. Таким образом край выравнивается. Последняя 32 петля в этом ряду делается вот сюда, в первую косичку предыдущего ряда, и делаю сюда столбик без накида. Все, посмотрите, после такой обвязки край становится ровным, к нему хорошо подойдет молния, да, он больше не волнистый, и он становится симметричен наборному краю. То есть наборный край у меня тоже, видите, ровный, он не волнистый. И посмотрите, как понять теперь, где лицо этого узора, а где изнанка, потому что немножко отличается. Располагаем деталь так, что хвостик конечный находится у левой руки. И хвостик начальный тоже находится у левой руки. Оба хвостика находятся на одной стороне слева. Это и будет лицо сумочки. Смотрите, если я переверну наизнанку, здесь наборный ряд немножко отличается. Здесь при наборе сразу идут вот эти вот рисочки, а потом отступ, да? А мне нужно, чтобы был сначала отступ, потом рисочки. И заканчивается эта деталь тоже рисочки, отступ. Получается симметрично. Если я ее переверну наизнанку, то здесь получится слишком широкий отступ от рисочек. Соответственно, это изнанка. Лицо должно быть симметричным. В конце оставляю длинную нитку, приблизительно 1,2 метра. Этой ниткой я буду сшивать деталь сумки и вытаскиваю ее через последнюю петлю. Беру иголку с широким ушком, вставляю туда эту ниточку и перехожу к пришиванию детали. Беру круг и прямоугольную деталь. Изнанка к изнанке складываю и начинаю пришивать. Да? Вот у меня первая точка. Вставляю сначала крючок под косичку, под кромочную косичку на круглой детали, под обе тушки. Иголку вставляю, конечно же. Вытаскиваю нитку и возвращаю иголку под кромочную косичку
следующую подобие тушки. На основной детали я раскалываю вот эту вот последнюю петлю в ряду снизу вверх, для того, чтобы пришить прямоугольную деталь. И вытаскиваю. Здесь нитку хорошо подтягиваю. Возвращаю иголку в косичку, в которую я уже пришивала. И снова затягиваю нить. Затем вставляю иголку в следующую косичку и на прямоугольной детали вот в эту точку. Вот так. То есть это получается снова точка следующего ряда. Снова снизу вверх. И вывожу нитку. Подтягиваю. И снова возвращаю иголку в эту же косичку. Это получается, я сделала уже 3 стежка. Здесь некоторые ряды на прямоугольной детали я буду пропускать, потому что, как вы помните, у меня число рядов больше, чем число петель в круге. Так, снова раскалываю, вставляю. Да? Это был 4-й стежок. Следующую точку раскалываю, и стежок 5 я пропускаю. Вот этот вот 5-й ряд, 5-ю точку пропускаю и вставляю сразу же в следующий ряд. Вот так. И начинаю счет заново. Это 1-й стежок, да? Теперь я буду каждый 7-й стежок, каждый 7-й ряд я буду пропускать, да? Вот он 1-й. 2-й. 3-й. 4-й. 4-й. 5-й. Здесь все время работаю, цепляю каждый ряд, да, эти 6 рядов. 5-й, 6-й, 6-й. 7-й ряд пропускаю, делаю сразу на ряд ниже. И начинаю отсчет заново. Работаю так, пока вся эта деталь не пришьется. Финальные петли, которые я пришиваю. Кромочная косичка, и вот вставляю иголку под наборный ряд, да, вот так. И возвращаю опять в косичку. Здесь, видите,
из этой косички я начала пришивать сумку. Вот ниточка выходит из этой же косички. И в эту же косичку я и вернулась. Да, здесь в финале перейду еще на начало, для того, чтобы просто было покрепче. Пришито начало. Вставляю еще раз иголку в самую начальную петлю, чтобы ее тоже обернуть несколько раз. И возвращаю в соседнюю кромочную. Затем протыкаю насквозь и увожу иголку просто наизнанку. Все нити я спрячу. Кстати, можно было оставлять нитку покороче, у меня осталось сантиметров 50. Все нити я потом спрячу на изнанке. В круговом ряду вот так вот просто вставляю туда иголку и прячу эту нитку. Здесь, смотрите, четко математически по петлям и по рядам у вас узор может не совпасть. Поэтому в конце, когда вы будете уже подходить к финальным петлям, просто смотрите, хватает вам петель, не хватает. Может быть, нужно бросить, пропускать ряды на прямоугольные детали. Может быть, нужно подобрать и пропустить на один побольше, да? Для того, чтобы просто начало и конец пришивания пришли в одну точку. С противоположной стороны ниточки нету, здесь хвостиков не осталось, они оба на другой стороне. Здесь поэтому просто беру дополнительную нитку и пришиваю точно так же. Итак, вторая сторона, вторая круглая деталь. Вставляю иголку под кромочную. Небольшой хвостик оставляю, узелочков, конечно же, здесь никаких не делаю. Затем в кромочную косичку на круглой детали, следующую кромочную косичку и в ряд. Вот так. Подтягиваю, возвращаю в ту же кромочную косичку, в следующую кромочную косичку и в следующий ряд. Это будет уже третий стежок. Возвращаю в следующую кромочную и в следующий ряд. Раскалываю точно так же кромочные косички снизу вверх. Четвертый стежок. Пятый давайте пропустим. Сюда будет. Один пропускаю, да. Возвращаю в ту же косичку. И дальше начинаю считать. Это был первый, затем второй, третий, четвертый, пятый, шестой. 6 стежков делаю, седьмой пропускаю. То есть вот сюда же делаю. И снова начинаю
новый отсчет, да? Это будет опять 1. И так работаю до конца этого круга. Последняя точка на этой половине, точно так же подобрала я стежки, чтобы она пришлась в первую точку, вставляю крючок в первую точку под обе косички, затем в кромочную, в наборную кромочную тоже под обе косички вывожу, возвращаю. Здесь хвостик подтягиваю и пришью хвостик еще раз в следующую точку. Вот это начало я хочу пришить еще одним стежком. И увожу нитку точно так же, давайте вот так, на изнанку. Все, дальше вот эти все хвостики можно спрятать в вязаном ряду. Можно также немножко этот шнур распустить. Здесь будет просто ниточка, и этой ниточкой и обычной иголкой пришить его к полотну, чтобы никуда этот хвостик не выскочил. Дальше нужно пришить молнию. Я измеряю вот это расстояние, и молния у меня это один такой большой моток. Молния у меня метражом, собачки тоже отдельно были приобретены. И я вставляю 2 собачки с каждого края в эту молнию, одна и вторая. Да? Размечаю вот это расстояние, здесь немножко оставляю припусков, так сказать, и просто руками можно на машинке так вот прошить обычным ручным швом. Назад иголку, вперед иголку, лучше, конечно, назад иголку, так будет покрепче. Можно прошить и на машинке. Пришила я молнию, да, пока просто на руках, чтобы вам показать. И я рекомендую вот эти вот места, вот эти края пройтись дважды на руках, либо все-таки прошить их на машинке. Сюда вот в качестве креплений для ручки я вставляю вот такие вот разъемные кольца. Вот что получается, да, смотрите, какая получилась сумочка, ее фактура. Ручку я буду использовать плечевой ремень. И в принципе сумка готова, можно ее уже носить, можно еще сделать подкладку, можно в принципе оставить так. И вот какая сумочка баррель, сумочка бочонок получилась у меня на этот раз. Я вообще немножко всегда опасаюсь меланжевой пряжи, потому что мне кажется, она смотрится слишком ярко в изделиях, слишком как-то аляписто. Но посмотрите на эту пряжу. Она хоть и меланжевая, но смотрится очень деликатно, очень интересно. Цвет мне очень нравится. Идеально подойдет под какие-то летние наряды, под джинсы. Как мне написали под моей предыдущей сумочкой, такой же формы. Можно и в спортзал, можно и куда-то сходить, можно и на работу. Удобная, вместительная форма, которая действительно вместит все, и вся пряжа уходит именно в объем сумки, и, соответственно, сумка получается из данного количества пряжи намного легче, чем если бы вы вязали какой-то рюкзак, какую-то сумку с клапаном или еще там какую-то сумку-портфель, например. Мне кажется, такая форма сумки самая практичная. Надеюсь, что это видео вам тоже понравилось, что вы узнали из него что-то новое. Все ссылки, которые у меня есть на материалы, на инструменты, я оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.